Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и на повестке дня у нас вот такой вот кусок черешни, 1,5 года сушки, вот такой вот. Это очень древняя черешня, ей лет 40 было, спилили, попросили на соседних дачах. И вот очень интересный такой рисунок. Размер у него здесь где-то 35 сантиметров, но мы будем до сюда использовать, наверное, 30. Здесь 14. Ну, очень такой рисунок симпатичный, включая вот этот вот сучок, хочется использовать. И, в общем-то, предполагаем сделать с него как бы такую блюдо-чашу, но хочется что-то такое придумать, как бы напоминающее такое тинь-тинь-тинь-тинь, такой, ну, образно говоря, след человека, да. Раз, два, три, четыре, как говорил Бенсон, 5. Пятый надо дорисовать, палец, да. Дорисуем. Так, мы теперь последний раз, чтобы не ошибиться. У меня, значит, раз, два, три, четыре, пять. У него раз, два, три, четыре. Ну и хватит. Так. Ну, для начала мы снимем немножко плоскости, то чтобы выровнять, где у нас будет чаша. Пустим его на фрезерный стол. Обрежем потом все лишнее, потому что вот этот кусочек у нас не будет использоваться. Вот так вот не будет использоваться. Потом нарисуем лапу, может даже свое введу. Посмотрим. И, в общем-то, планируется такая вот чашечка, да, как бы впечатанный след в древесину. Ну, приступим к работе. Ну, вот установили нашу заготовочку на фрезерный стол. Мы ее просто прикрутили. Как раз у нас два места есть ненужных. Ну и начнем, приступим к фрезеровке. Не знаю, весь процесс показывать, наверное, не буду, потому что это долго. Но это и нет смысла, тут все понятно. Ну вот, если вам видно, это все шаг за шагом мы будем выравнивать плоскость. То есть процесс такой немножко длительный, поэтому я думаю, ролик не стоит затягивать, покажем результат. Ну вот, спланировали плоскость, как видите. Этого нам уже вполне достаточно. Сейчас мы его перевернем, этот кусочек, и выровняем вторую поверхность, чтобы уже потом на станочке обрезать все лишнее, сформировать рисунок. Ну и потом уже будем думать, как мы его будем реализовывать, с помощью чего. То ли мы опять будем работать фрезером, может быть руками, может болгарочку применим, там уже будет видно в процессе. Продолжаем. Заготовочка готова, плоскости выровнены. Немножечко мы тут вот обвели, как я говорил, мою лапу. Раз, два, три, четыре, пять. Все на месте. Начинаем наносить рисунок. Делаем простейшим методом. Уже догадались, раз я это прикрепил, мы будем вот делать вот так. Все, достаточно. Лапа зачернена. Сейчас она подсохнет, мы ее снимем. У нас получится отпечаток, с которым мы уже будем дальше спокойно работать. Ну, вроде немножечко подсохло. Удаляем наши кнопки. Показываем, что у нас получилось тут. Такое. Оп. Вот. Все. Контур определен. Значит, это будет выборочка у нас. Ну, чуть подальше где-то мы сделаем, наверное. Ну, вот этим захватим. Это будет у нас типа ручки сделаем. Хвататься, наверное. Да? И будем делать сейчас эту вазочку. Все лишнее сейчас на циркулярной пиле отпилим. Локтиком сложно будет сделать. Пока, как говорится, других инструментов типа ленточной пилы у меня нету. Мы подручными средствами. А дальше будем думать, как мы будем выбирать этот след и идти. Приступил к обработке основной формы. Сначала немножечко на циркулярочке мы пытались обрезать вот это вот все, да, лишнее. Вот что с этого получилось, сейчас покажу. Смотрите, новая пила, да, фирму не буду говорить, да, но видите, горит аж древесина. Это вот кусочек был, наверное, вот
Нет, это все-таки отсюда, наверное, был, блин, да. Отсюда был кусочек. И, в общем-то, скажу, что опять понадобился нам наш самодельный вот этот диск. Кто еще не смотрел, не выбрасывай лепестковый диск. Посмотрите на канале. Ну, может быть, сейчас продемонстрирую, как он работает. Ну, вот я им начал работать, да. Он любую древесину, вообще любую, черновую обработку делает просто замечательно. Я бы сказал, что ну, даже довольно-таки чисто вот все. Именно вот в этом варианте, когда радиальное расхождение саморезов, ну вот им мы дальше будем работать. Может быть, часть сейчас сниму, посмотрим. Ну вот еще одна небольшая реклама этого самодельного диска. Как видите, очень большой объем, за короткое время снимается. Да? Древесина очень твердая. Да? И древесина не горит, обрабатывается, ничего не отлетает, все нормально. Вот, смотрите, все саморезы на месте вообще. Ничего с ними не случается, никуда они не вылетают. Поэтому продолжим работать, потом покажем. Вот такая заготовочка в результате получилась у нас. То есть мы своим диском это все обскубали. Потом диском с наждачечкой это все немножко сняли, облагородили. В общем-то, и сейчас уже мы можем сам этот след выбирать. Скорее всего, мы будем выбирать это сначала фрезером и дорабатывать уже какими-то резцами. Сейчас подумаем. Ну, уже наждачку вам не показывал, да? Что по поводу диска? Еще раз скажу. Вот этим диском я обрабатывал, он есть у меня в ролике, да? И вот, наконец-таки случилось, что многие прогнозировали, что саморезики у нас все-таки вылетают. Вот один вылетел, и вот второй. Но, как видно, вот этот вот был вкручен на самом краю наждачной бумаги. И этот тоже на самом краю. Все они улетели благополучно, потому что мы с защитой, шлифмашинка всегда с кожухом, в общем-то, и работаем аккуратно, да. Но, говорится, на будущее, для тех, кто все-таки хочет использовать эти самодельные диски, сделайте так, чтобы саморезы не располагались вот настолько близко к краю от наждачки и настолько близко к краю вообще диска. То есть располагаете их ближе к центру, вот эти они как бы никуда не улетают. А вот крайние уже начинают загибаться и, в общем-то, в результате расшатываются. И заканчивается это все-таки вылетом самореза. Поэтому никого не призываю его использовать. Но если кто-то будет, имейте в виду, что лучше меньше количество их крутить, но ближе к центру наждачной бумаги. Там они реально надежно вот до сих пор держатся. К краю они улетают. Ну, в общем-то, по диску все. Ну, а с этим сейчас будем выбирать. Не знаю, какой этап я буду снимать, какой не буду. Что-то покажу, потому что ну, работы много, а время ролика все-таки ограничено. Не хочется затягивать, поэтому будем как-то по этапам немножко по-быстрому разбираться. Вот так постепенно, миллиметр за миллиметром, будем углубляться, пока не достигнем нужной нам глубины. Ну и потом будем дорабатывать все это.
Ну вот уже что-то начинает вырисовываться. Здесь, как понимаете, центр оставили для того, чтобы было на чем стоять фрезеру. Это так, информация для начинающих. Ну, будем продолжать углубляться немножечко. Потом закруглять уже борта. Ну и эту часть уже, поскольку она ниже, придется ставить на параллельный фрезерный стол и работать уже со стола, чтобы было на чем фрезер вывесить. Ну, вот пока вот как-то так. Продолжаем. Ну вот, пока что фрезерные работы у нас практически закончены. Дальше вот так вот вручную, потихонечку будем доводить наши изделия. Проработаем пяточку, пальчики. Ну, здесь, наверное, все это закруглим. Ну, дальше наждачка, отделка и в конце концов лакировка. Или пропитка. Там решим, когда подойдет. Пока что долгий скрупулезный труд сейчас будет резцами, потому что, как сами видите, черешня очень твердая. И мы тут это потихонечку все это очень весьма и весьма длительный процесс. Ну, я думаю, что оно того стоит. Должно получиться красиво. Так что не буду затягивать ролик. Уже когда будет к концу подходить, обзорную снимем перед покраской. После наших обработок, наждачки, фрезера, резцов, вот получился такой результат. Вот, это сделали углубление пяточки, пальчиков, да, наружную поверхность обработали. Немножко есть трещинки, но я не придаю значения, они несерьезные такие. Сейчас осталось покрыть. Вопрос покрытия будем решать просто. И решили просто применить обычный нитролак. В общем-то, был вопрос с маслом, но отказались. Ну, хочется попробовать по-старому, по-советскому нитролаком. Я думаю, что он нормально все это выделит. Как бы. Покроем один слой, потом ворс снимем, потому что нитролак всегда ворс поднимает. Опять обработаем наждачечкой. Как видим, у нас рисунок нитролак прекрасно дерево выделяет. Замечательно. Так же, как и масло. Но такое изделие будет он твердый, более такое монументальное. Так что сейчас вот будем покрывать все это. Думаю, что получится интересно. Должно получиться хорошо все. Задумка себя оправдала. Правда, многие мне говорят, зачем ты работаешь с такими породами древесины, как черешня, клены, дуб, ну, вишня, какая-нибудь там слива, очень сложная, да? Ведь сделал бы из липы, там, ольхи, сосны, елки, это же они и все очень просто обрабатываются, все. Но мне почему-то, не знаю, душа лежит к твердым породам. Все-таки намучаешься, но вымученное изделие, оно всегда и дольше служит, и как-то, мне кажется, что отдает оно энергии больше. Больше вкладываешь в него, больше в результате получаешь. Мне нравится, не знаю, как и другим. Мне нравится работать именно почему-то вот с тяжелыми породами древесины. Это тоже тяжелая порода, потому что черешня сухая, по крепкости, в общем-то, очень-очень серьезный такой самый продукт. И вот будем покрывать все это. Ну, в принципе, уже все тут покроем, продемонстрируем, потом это все высохнет. Интересно, вот смотрите, все выделяется красиво, очень древесина, все. Рисунок, естественно, что любое покрытие, лак, он сразу, весь рисунок на поверхность выдает. Волокна пропитываются. Все, видите, намного становится
интереснее, чем просто такое сырое дерево.